Всем привет! Сегодня болтологическое видео, посвященное маленьким полезностям, аксессуарам, каким-то приспособлениям, которые помогают нам в процессе вязания. Расскажу и покажу, что из этих штучек есть в моем обиходе, в моем вязании. Если это вам интересно, то оставайтесь со мной, смотрите видео до конца. Если вы не поклонница болтологических видео, то на моем канале очень много мастер-классов, а также коротких роликов о каких-то технических моментах. Прошу вас тогда обратиться к ним. А со всеми остальными мы продолжим. Это видео я сняла в продолжении темы моего тега, который я написала сама. Тег — это его тема, аксессуары для вязания. Что это? Мода, необходимость или... Если вы рукодельница и у вас есть канал, вы можете ответить на вопросы моего тега, если вам это интересно. Буду рада послушать ваши ответы и то, как аксессуары для вязания участвуют в процессе вашей работы и творчества. Итак, какие же штучки, полезности, красоты или нужности есть у меня в обиходе? Совсем недавно я купила вот такую тетрадь. Я посматривала на проектные тетради, которые сейчас предлагаются в интернете для рукодельниц, где графы, строчки уже предусмотрены для того, чтобы записывать там проекты. То есть там есть строчки под пряжу, под плотность вязания, все так красиво расписано, под технические рисунки и прочее. Я не знаю, сколько стоят такие тетради, я не интересовалась. Но могу сказать, что вот эту тетрадь я купила в магазине канцтоваров для студентов-архитекторов, и стоит она 300 рублей. Здесь 120 листов, она прошнурована вот в таком виде. Здесь идет шнурочек. Тетрадь раскладывается очень удобно. У нее нет такого, что в начале использования тетради, когда листы переворачиваются обратно, и нужно вот применять вот такой вот способ, как бы их разъединять. То есть она раскладывается аккуратно. Я уже ее применяла в двух своих видео по расчету реглана на платье и по расчету метража пряжи. Мне очень понравилась бумага. Она не чисто белая, а слегка кремовая, плотная, толстенькая. На ней очень удобно писать. Хороший формат. Приятно держать эту тетрадь в руках. Я думаю, что буду продолжать, да не думаю, я уверена, что буду продолжать использовать ее в своих видео. И рекомендую вам обратить внимание на такие тетради для записи своих проектов, если вы хотите, чтобы у вас все было красивенько, так скажем. И если вы не можете позволить купить себе вот настоящие проектные тетради. Вещичка номер 2. Это мы сейчас уберем. Вещичка номер 2, которая попалась мне совершенно случайно в магазине, в Магните. Такие ведерки. 3 штуки стоили 80 рублей. Во-первых, это очень красиво. Во-вторых, я сразу подумала, что я могу использовать такое ведерко в качестве клубочницы, потому что я обратила внимание вот на эти ажурные окантовки ведерка и довольно-таки приличную его вместимость. Я так понимаю, что вот это вообще-то кашпо для цветов. Но я думаю, да не думаю, я уже использовала его, особенно когда снимала мастер-классы по узорам, что буду использовать его вот таким вот образом. В эту дырочку выпускается нитка в любую из этих дырочек, и вот, пожалуйста, вы вяжете, у вас клубочек там мотается, он никуда не убегает. Конкретно сейчас я буду использовать 2 таких ведерка для своего проекта вязания носочков. Я купила моток пряжи, который размотала уже вот на 2 клубочка. Буду вязать Magic Loop'ом от мыска 2 носочка, и вот такие ведерки меня очень даже выручат. То есть мои клубочки будут там аккуратненько, красиво лежать. Вот такая милая вещичка и очень недорого стоит. Я думаю, что типа такого можно что-то присмотреть в таких магазинах, как, например, Fix Price. На клубочек
клубочницы глиняные, деревянные, я обращала свое внимание, но как-то их цена меня, так скажем, не привлекла. Поэтому я решила, вообще я не знала, удобно это или нет, вязать с такой клубочницей, чтобы вот заплатить за нее такие деньги, а потом непонятно, удобно или это или нет. Ну вот я решила попробовать таких вот ведерочек. Вот с ведерочками очень даже удобно. Что еще есть у меня? У меня есть такая штучка, которую я рекомендую всем, кто вяжет. Это электронные весы с точностью до грамма. Вообще я их использую на кухне для продуктов, но и в моем вязании они постоянно участвуют. Очень выручают, когда нужно взвешивать пряжу. Просто незаменимая вещь, я считаю, в обиходе рукодельницы, той, кто занимается вязанием. Это весы с точностью до грамма. Работают они от батарейки. Выручают очень часто. Даже не знаю, что я бы без них делала. Вот просто считаю это необходимым каким-то приспособлением или аксессуаром, как хотите, можно назвать, для вязания. Очень рекомендую. Что еще у меня есть? Конечно, то, что есть у всех, это вот такая линеечка для того, чтобы промерять номера спиц. Я заказала ее на Алиэкспресс вместе с приспособлениями для вязания косичек и набором вот таких маркеров. Сейчас расскажу поподробнее. Значит, промеряю все спицы по ней, потому что пользуюсь спицами китайского производства, на которых нет маркировки. Есть у меня деревянные спицы, на которых такая маркировка присутствует, а на железных, на металлических, точнее говоря, спицах такой маркировки нет. И поэтому вот такая приспособа мне очень даже помогает. Тоже постоянно находится в моем обиходе. Очень рекомендую, если у вас ее нет, такую штучку приобрести. Приспособления для вязания кос лежат у меня в упаковке. Здесь была еще одна штучка. Я попробовала ею пользоваться при вязании косичек. И это мне показалось не совсем удобно. В общем, эта вещь у меня не прижилась. Мне больше нравится просто переснимать, так скажем, вручную, оставлять петли перед работой или за работой и пользоваться вот просто теми спицами, которые у меня в руке. Вот это у меня не прижилось. Если кто-то хочет попробовать, то попробуйте. В магазине покупать не рекомендую. Лучше взять на сайте Алиэкспресс, там они стоят очень дешево. А также вот такие маркеры. Тоже раньше, очень давно, всегда вязала без маркеров. Как-то я без них обходилась. В крайнем случае могла навесить какие-то булавочки, но сейчас это стало модно, актуально. Вот какие-то красивенькие маркеры не дешевые, так скажем, те, которые вручную изготавливаются. Я купила для себя вот такие, а также получила в подарок от интернет-магазина, где заказывала пряжу, еще некоторое количество вот таких маркерочков. Они мне нравятся тем, что расстегиваются и что их в любой момент можно навесить и убрать. В отличие от самодельных маркеров, которые не имеют застежки, и там нужно очень четко следить за моментом, где его необходимо повесить или убрать. Если вы пропустили, то уже вот так вот просто у вас его повесить на спицу не получится. Нужно будет либо подраспускать, либо переснимать петельки. И потом, не знаю, не вязала вот с маркерами, с такими с висюльками, удобны они в работе или нет, что так вот такие болталочки болтаются у вас в вязании. Также еще свое отношение к маркерам, которые немного притупляют, на мой взгляд, притупляют процесс вязания. Я говорила в своем теге и стараюсь ими не злоупотреблять, то есть не использую их, как другие рукодельницы, для пометки каждого 10-го ряда, чтобы потом не считать, а все это считаю вручную и, так скажем, тренирую свой мозг. А также, если я использую такие маркеры для вязания реглана, то я их использую только на первоначальные, вот буквально несколько рядов. Потом для меня достаточно 2 регланных петель. И вот маркеры в работе, их постоянное переснимание мне мешает. И я их просто из работы убираю. То есть использую их только на самом первоначальном этапе. Что у меня еще есть? У меня есть еще вот такая замечательная штучка, которую я хотела сегодня продемонстрировать поподробнее. Она уже мелькала в нескольких моих видео.
Эта штучка моя фаворитка для вязания с бобин. Это самодельная штучка. Я не знаю сейчас, сколько они стоят в интернет-магазинах. Тогда, когда я ими интересовалась, они стоили порядка 1000 рублей. Она состоит из круга, вырезанного из, я так понимаю, что это фанера. Второго кружка, тоже вырезанного из фанеры. Фанера чуть потоньше. Конуса. Конус от пряжи. Я покупала в интернет-магазине пряжу, и вот это один из конусов. Есть, бывают в интернет-магазинах конусы поплотнее, бывают такие просто как картонные. Вот этот конус, картонные тонкие. Этот конус поплотнее, вот я использовала его. Конус к этой вот круглой штучке посажен на клей, а также, я не знаю, откуда мой муж взял вот эту вот штучку железненькую. Тут, в принципе, самое главное найти в каких-то, может быть, старых, я не знаю, инструментах. Может быть, это может быть какие-то детские машинки, может, еще какие-то были штучки, в которых можно найти вот такую запчасть, которую можно сюда вставить. Это штучка с дырочкой и вот такой штырек, который плотно прилегает туда. И при постановке конуса он дает, когда ты тянешь за ниточку, вот такое легкое вращение. Вот эта подставочка очень меня выручает при вязании с конуса. Также всем рекомендую, если у вас такой штуки нет, покажите своим мужчинам. Я думаю, что тут сложного ничего нет, они смогут сделать. Главное тут вот только подобрать вот такую вот железную штучку. Откуда-то, в общем, и ее изъять из какого-то механизма, который у вас уже есть. И если у вас есть мужчина, у которого есть вот какой-то сарайчик, какой-то слесарный верстачок, какие-то ящички с инструментами, где вот лежат какие-то детальки, то он вам такую штучку найдет обязательно в своих залежах и сделает. Так, что следующее? Следующее у меня есть вот такая сумочка, которую я использую в качестве, ну, не то чтобы проектные совсем уж сумки, а сумки для перевозок своего вязания. Я не покупала ее специально. Эта сумочка ко мне пришла подарком от заказа косметики и Фроше. Там было несколько таких косметичек, в том числе такого вот размера. Она мне подошла. Сюда входит несколько клубочков и вязание. Вот я ее использую. Также более подробно свое отношение к проектным сумкам и как они влияют на вязание я рассказывала в своем теге об аксессуарах. Поэтому я не увлекаюсь приобретением таких сумок. Если, возможно, мне что-то понадобится, то, в принципе, я смогу связать такую сумочку для себя сама. Может быть, в дорогу мне нужно будет какое-то вязание, может быть, в подарок, ну, что-то как бы так. И еще всегда у меня рядом со мной с вязанием идет, конечно же, крем для рук. Особенно он подключился ко мне. Раньше у меня такого не было, чтобы я прям его использовала, когда я начала вязать из твида. Последнее время я связала 2 пуловера реглан сверху из твида, потом связала лапопейсу, связала чайку и связала кардиган Color Block. Вот сколько изделий я связала из твида, и я стала замечать, что от него очень сильно сохнут руки, и поэтому в свое вязание я всегда подключаю крем. Это крем у меня с запахом земляники, очень приятный. Вот всегда он теперь лежит рядом со мной, рядом с моим вязанием. Ну вот, наверное, все, что у меня есть из приятных таких штучек, полезностей, аксессуарчиков, которые я использую в своем вязании. Я не зарекаюсь, что не буду никогда больше ничего приобретать. Возможно, что-то мне понадобится или понравится. Я не особенно такой человек, который вот загорелся чем-то красивеньким, тут же купил. Но бывает у меня такое, что мне хочется себя чем-то побаловать, и мне кажется, что эта вещь вот мне будет ласкать мой взор и будет мне как-то необходимо. Друзья,
Была рада с вами побыть немножко еще. А также, если мое видео и болталка помогли вам скрасить процесс вязания, то есть вы повязали, послушали мою болтовню, иногда поглядывая на экранчик, рассматривая картинки. Рада всем на своем канале. Подписывайтесь. И если это видео вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Мне будет просто очень приятно. Для продвижения моего канала это будет крайне полезно. Всем пока. С вами была Ольга Прилуцкая. До новых встреч.